Оказавшись в этой комнате впервые, мы думаем, это тюрьма. Долгие годы здесь находится в заточении одна прекрасная принцесса. В самой высокой башне, с самого высокого замка, окруженного лавой, где живет огнедышащий дракон. Чтобы освободить ее, нужно совершить что-то невозможное. Преодолеть свои страхи и пройти по этому хлипкому мосту. Показать свою силу и победить этого огромного дракона. Продемонстрировать стойкость и подняться по лестнице без лифта. Нужен подвиг. Хорошо, что нам это не трудно. Мы уже делали это в сказках братьев Гримм, в мультфильмах Дисней, уже были в той рекламе Old Spice на белом коне. Нас, зрителей и читателей, уже давно подготовили как случайных спасителей. Из этих, кто жил своей жизнью и совсем ничего не знал о принцессе до сказки, не знал даже, как она выглядит. Ты принцесса Фиона? Шрек тоже известный любитель почитать. В этой сатире над сказками и хранится вся значимость мультфильма Шрек как литературы. То, что в данный момент здесь находится не принц, а какой-то там Шрек. Такой же читатель, как и мы. Кто-то совершенно противоположный. Мы бы вряд ли стали сражаться с драконом, у нас нет могучего скакуна, мы не носим крем для волос и освежитель дыхания в своих доспехах. Мы не то чтобы и принцы, и, к сожалению, в большинстве навряд ли прекрасны. Но у нас с ними есть кое-что общее. Мы не пришли спасать принцессу. В классических сказках принцы приходят не столько, чтобы спасать принцесс, сколько демонстрировать свою силу. Есть исключения, но большинству принцев гораздо интереснее сам подвиг как процесс, чем судьба какой-то принцессы. Путь такого героя — это классический сюжет, где победа над драконом — главное испытание. Оно может значить восстановление справедливости, искоренение общего зла или вообще все что угодно, что приносит очки опыта и респект на районе. Любовь принцессы в таких историях всего лишь приятный бонус, награда за смелость, но никак не основная причина его начала. Шрек вроде бы точно такой же герой, также спас принцессу. В оригинале так точно. Сказка Вильяма Стейга рассказывает о путешествии, которое начинается с пинка, появляется наставник в виде осла, герой проходит несколько испытаний и побеждает финального босса. А в конце, в качестве награды, получает любовь принцессы. Но подобную сказку в мультфильме использовали в качестве туалетной бумаги. Непонятно только, куда он смыл в таком туалете. Путь героя, показанный в мультфильме, гораздо сложнее классического. В нем сходятся персонажи и некоторые события с оригиналом. В середине картины перед Огром уже стоит его награда. Фиона даже готова его поцеловать, знак подтверждения того, что путь окончен. Что? О таком уговора не было. Может, это премия? Но физическое спасение принцессы в мультфильме — это еще не конец подвига, это его маленькая часть. Путь закончится, когда мы спасем болото. Довольно скучная и даже прагматичная цель, как для спасителя. Она не перевернет игру, не избавит человечество от зла или налоговой ставки. Сама по себе она довольно пуста. Для героя не изменится ничего, он останется при своих. Но для всего сказочного мира это перелом. Сам факт того, что болото Шрека было заселено магическими существами, уже говорит о многом. Люди не знают, что здесь живет Шрек. Существование огров как вида в принципе под вопросом. Люди не видели ни одного в округе и даже путают троллей с ними. А это вообще не огр, а тролль. Сцена специально содержит явные элементы дискриминации, показывая, что для людей огры это не отдельные личности, а абстрактные монстры из детских страшилок, что спрятались под твоей кроватью. Помните, деревенские жители собрались огромной толпой, чтобы прогнать огра, но даже не знали, насколько он на самом деле страшен. Шреку постоянно приходится об этом говорить, объяснять через угрозы. Эти таблички с предупреждениями вполне можно считать не способом уединения, а указанием на свое присутствие. Огра как будто бы здесь нет, на болоте никто не живет. Это свободные, незаселенные территории, своеобразная Сибирь, доступная для решения политических задач. Изгнание магических существ вполне себе политическая задача. Общество требует этого от своего правителя. Они бесполезные, прожорливые, а некоторые еще и опасные. Фаркуат не забирал их силой в начале мультфильма, никто даже не пытался сопротивляться. Он их купил за какие-то гроши. Говорящего осла с голосом Эдди Мерфи, полено, мечтающая стать мальчиком. Всех этих поросят, медведей и крыс кто-то принес на эту лужайку и продал. В мире Шрека магия лишена своей сказочной ценности. Ее даже ненавидят. Во второй части добрая по канону фея крестная показана как корыстная бизнесвумен, владеющая целым производством волшебства. В третьей великий волшебник Мерлин фриковатый отшельник. Румпелю вообще дают пинка и унижают в самом начале мультфильма. Кто больше не хочет иметь с тобой дело, Румпель-Ванюмпель? В мире Шрека магия клеймо, что Фиона, что ее папа стесняются факта своего проклятия. Это становится причиной для того, чтобы скрываться по ночам, быть уязвимым к шантажу и давлению со стороны. Она слабость, она всего лишь слой. Великаны
как луковица. Воняют? No! Layers! Политика, магия — всего лишь слои мультфильма Шрек, которые покрывают его, как шелуха покрывает луковицу. Мы многослойные. Не только персонажи покрыты шелухой, ей покрыт весь сказочный мир. Комната, в которой мы оказались, тоже многослойная. Каждую из частей нам ее представляли совершенно по-разному. В первой части это тюрьма, где годами ждет спасения прекрасная принцесса. Во второй над нами посмеются и скажут: да это всего лишь декорации. Огромный замок и хлипкий мост здесь просто для вида. Огнедышащий дракон — актриса, которую играет любвеобильная женщина, падкая на комплименты и дешевый флирт. Дракон, девочка, конечно, я прав. Для тюрьмы здесь невероятно чисто, ухоженные простыни, откуда ни возьмись растут цветы. В этой комнате же всегда кого-то ждали. Кого-то, но точно не Шрека. Реакция Фионы, когда она впервые увидела того, кто рисковал своей собственной жизнью, чтобы спасти ее, казалась нам уж очень надменной. Казалось бы, ну какая разница, кто тебя спасет и почему он это делает? Так ты тролль? Теперь она вполне объяснимая. Она никогда не ждала нас, каких-то там случайных спасителей с улицы. Она ждала одного конкретного. Того самого, с увлажненными волосами, приятным запахом изо рта и во всех укромных местах. Она не была узницей по неволе. Она здесь по договору с феей крестной. Что такое договор? Это сделка. Каждую часть мультфильма Шрек запустила какая-то сделка. Фаркуат, Шрек, Фея, родители принцессы, Румпель, да даже Артур, все они в разное время успели в этих сделках поучаствовать. Эти сделки не просто сюжетные ходы. Они создают мир, где у любого события, политического или магического, есть определенные условия. Фаркуату, который уже давно считает Дюлок королевством, а себя королем, нужна принцесса, чтобы подтвердить легитимность. Ну, формально ты не король. Эффект магического зелья, которое выпил Шрек, сохраняется лишь при соблюдении условий, написанных мелким шрифтом. Договор Румпеля вообще рушит детский ребус. Эти сделки делают сказочный мир Шрека не условно магическим, а условно реалистичным. Они в каждом повороте сюжета, они огибают точку с неизменной действительностью. Тот факт, который в мире Шрека будет постоянен всегда. То, что и есть луковица мультфильма Шрек. От чего зависит, каким будет сказочный мир. Что это? Проклятие Фионы. Принцесса Фиона не просто в заточении. Она в заточении, потому что проклята. Мы знаем текст ее проклятия на русском языке, пожалуй, наизусть. И это наша ошибка. Русская версия ставит за норму образ красотки, даже упоминая ее в первой строчке, и превращает ее в тот самый истинный вид, как по смыслу, так и по конструкции четверостишья в целом. В оригинале совсем нет смысловых уточнений, кем является Фиона в разное время суток. Ее не называют ни красоткой, ни уродом, она то одна, то другая. В переводе нет уточнения, кто именно должен найти любовь. Здесь ее даже никто и не ищет. А фраза это уловимая игра слов, у которой сразу несколько смыслов. Она может напрямую означать принять форму истинной любви, кем ты себя видишь на самом деле, или принять форму того, кого ты полюбил. В дубляже ее просто-напросто нет, ее заменили однозначным и даже не сказочным выражением. Вид истины вернет. Ну что это такое, это нить? По логике наших локализаторов, после поцелуя со Шреком Фиона должна была стать человеком. Это ведь ее истинный вид. Или что, весь твист мультфильма заключался в том, что она просто была заколдованным огром? Сказки в начале каждой из частей говорят обратное. Проклятие стало причиной всех сделок, совершенных родителями принцессы. На нем держится большинство политических интриг и договоров в мультфильме. Сущность проклятия в целом кажется чем-то магическим, но ведь на самом деле говорит о вполне себе реальном. Оно говорит о выборе. Кем будет Фиона? Фиона будет в облике того, кого полюбит. И среди всех, кто мог бы полюбить ее в образе человека, она должна найти того, кто полюбит ее в любом образе. Ты необыкновенная. У Фионы полностью развязаны руки, и она свободно выбирает свое будущее и внешний вид. Кем будет принцесса Фиона? А у нее такого выбора нет. Она обязана быть прекрасной по определению. Только так она сможет управлять людьми, где магия маргинализирована, а власть держится на условностях. Принцессе Фионе нужен был именно прекрасный принц, тот, кого она ждала в замке, чтобы оставаться прекрасной всю жизнь. С самого детства она ждала спасения. Не потому что проклята, потому что проклята принцесса. Скрывалась от людей по ночам не потому что проклята, а потому что проклята принцесса. Этой принцессе нужен случайный спаситель, с красивой внешностью и большими такими амбициями. Самой Фионе хватит и пузатого, некрасивого и лысого скуфа. У принцессы запросы кинозвезды.
Это она ждет спасения. Фиона все это время ждала принятия. Оказавшись в этой комнате впервые, мы думаем, это тюрьма. Теперь мы понимаем, это просто декорации. Это проклятие всегда было ее тюрьмой. Проклятие быть принцессой.